вот и моя стройняшка. Красотка. Привет. Какая Привет. ты стройная и высокая. Спасибо. Красотка. Какой у тебя рост? 178. Ничего себе. Это мой любимый привет. Мой любимый рост. Как говорил Пятачок, мой любимый цвет, мой любимый размер. Тебе идет твой рост. Спасибо. Да. И ты немного ешь, я смотрю, да? Или ты просто сама по себе такая? Метаболизм хороший. А, серьезно? Да. А вообще бывает, что ешь много? Да, достаточно. Плов, сало, пельмени, супы, все. Все. То есть ты ведьма, по мнению остальных женщин? Да. Так и есть? Да. Типа твоя суперспособность жрать и не худеть, и не толстеть? А ты знаешь, что за эту способность большинство женщин отдали бы полжизни? Тебе повезло. Да. Ты рассказывай, что в Питере делаешь. Ты же мне, как я понял, ты откуда-то приехала к нам по фоткам, там у тебя какие-то все морские истории. Да рассказывай, откуда ты? С Геленджика. Замечательный мужик, меня вывез в Геленджик. Итак, сегодня на обзоре у нас таксопарк Такси Хайп. А, собственно говоря, что тут обозревать? Уже то, что в нем работаю я, говорит само за себя. Есть, конечно, один недостаток. Куда потратить безумные деньги, которые я и ты сможешь заработать в нашем таксопарке Такси Хайп. Ссылочка на WhatsApp будет, как всегда, в описании. Приходи. Перспектив больше? Да, люди другие. Перспектив больше и люди другие. А что бы тебе хотелось? Какие люди должны быть? Ну, Ты сейчас про мужчин. кого? Про людей? Про мужчин или про... мужчин. Вот, про мужчин. И чем же отличаются мужчины Геленджика от мужчин Питера? Там все какие-то грубые. Телка жопа, они ее хотят. Вот это ржака, пацаны. Здесь А здесь? интеллигентные. Интеллигентные? Щедрые. У тебя голос такой, что, мне кажется, ты могла бы любого мужика на все что угодно, только по телефону болтать. Может. Да? Ну, он такой у тебя нежный, спокойный, мягкий, успокаивающий. Ну, у тебя уже 2 суперспособности, ты чувствуешь? Да. Ты ими пользуешься? Да. Хорошо. Помогает. Слушай, ну так еще такой момент, знаешь, что меня там... Только не говори, что твой брат. Что я на фотках там видел с молодым человеком, то с каким-то. У тебя... Ну, ты в отношениях, тут бывают же разные какие-то, да, истории. Кто-то ищет романы на стороне, кто-то что. Ну, я вот на всякий случай тебя спрошу. Что за мужчина у тебя там на фотографии? Ну, как сказать? Ну, как есть. Ну, то, что любовь, у него квартира просто по меркам Геленджика хорошая. Ах, вот оно что. Квартира по меркам Геленджика хорошая. А в Питере в итоге ты хочешь остаться или ты пока еще не знаешь? Я присматриваюсь, но может быть. Да? Нравится? Да. Окей. Хорошо. Да мы, смотри, ну раз ты у нас приезжая, да, мы, может быть, как-то... Я покажу тебе город. Может быть, типа... Катер, не катер, прогулка на речке, не знаю, там какие-то музеи, парки. У нас, видишь, сейчас стоит 30-градусная жара, и все, и все. И ты вот в таком, так скажем, легком одеянии и располагает все к прогулкам. Если хочешь, можем, соответственно, вот каким-то таким сейчас вопросом озадачиться. Ну, давай, почему нет? Да? Ну все, поехали. Стой, давай перед этим заедем, посмотрим в торговом центре сумочку. Я просто слышала про вашу щедрость. Аттракцион неслыханной щедрости. Питерских мужчин. Про мою конкретно. Про питерских Да. мужчин. Я думал, про мою конкретно. Я слышала про вашу щедрость. Думаю, откуда ты могла слышать про мою щедрость? Обычно я не распространяюсь. Ну, вот есть у вас у всех такое качество, как щедрость. О, это в целом у мужчин или... Да, я заметила. Серьезно? Да. Поэтому съездим, может, посмотрим. И сумочку. Да. А что за сумочка? Да, недорогая, в принципе. 120 тысяч. Это тебя, походу. 120 тысяч? Да. Недорогая сумочка. Ну, в принципе, недорогая. Хорошая, да? Да, Сен-Лоран. Кто же не знает Ив Сен-Лорана за 120 тысяч. Слушай, ну, я, конечно, не
Не против, не против, да, не против. Но... А ты ходила уже, да, у нас на свидание? У тебя как эта тенденция, в принципе, она развивается? Вот это вот, что подарки дарят, да, тебе? Да, Да? оттуда и выводы. Оттуда и выводы. Да. Прекрасно. А я так понимаю, парень у тебя, наверное, в Геленджике, вот, ну, кроме того, что квартира, небось, ему еще досталась от родителей, наверное, да? Он так с подарками не очень щедр. Ну, блин, я все... Не настолько. Конечно, да, твоя улыбка мне нравится. И я, в принципе, я живу в Питере. Я же не могу, так сказать, нарушить или сломать традицию, да? Вот это вот подарочков. Ну, это же будет как-то не по-человечески, правильно? Ну, как-то не поперед. Нифига себе, я сейчас возьму, а ты потом, не дай бог, вернешься в Геленджик и расскажешь всем, что все шло нормально. Да, но потом встретился и... Потом встретила какого-то... Вот, и он, соответственно, испортил все впечатление о Санкт-Петербурге, да? Как я тебя понимаю. Ну, давай, хорошо, я не против. Поедем, съездим в торговый центр, купим тебе сумочку. Хорошо, как скажешь. Все, мы приехали. А где магазин? Магазин. Вон, смотри, видишь, что написано? Подвальное помещение, видишь, наверху вывеска, что там написано? Секонд-хенд? Да, секонд-хенд. Я готов тебе купить там любую сумочку в пределах 500 рублей. И, кстати, это винтажные сумочки. Не смотри, что они там БУ. Они винтажные, и они очень выглядят дорого. Ты можешь сказать подругам, например, да, ну и всем, кто будет обратить внимание на сумочку, что она стоит 120 тысяч. Понимаешь? У нас такая тенденция, у нас, понимаешь, если мы подъедем на этой тачке, и ты выйдешь с этой сумочкой, и ты скажешь подругам, что она стоит 120 тысяч, тебе поверят. У нас зачастую ездят люди на Мазератти, которые не могут его заправить, совсем даже нет денег. Что? Совсем долго. Почему? По-твоему, я должна носить сумку из секонд-хенда? Ну, а что такого? Мне кажется, что это вполне себе неплохой вариант. 500 рублей. Я готов потратить. Не нужно. Не нужно? Нет. Мне кажется, что это для начала отношений вполне себе неплохо. Потом, может быть, мы дойдем до сумочки. Знаете, я никогда таких конченых еще с Тиндера не встречала. Серьезно? Да. И что будем делать? Я не знаю. Ты не В своем знаешь? уме? Ну да, что такого-то? Нет, ничего, блядь, все прекрасно. Сумка из секонд-хенда? Ну да. Это, кстати, хороший секонд-хенд. Хороший, Один из блядь. лучших, ну да. Нет? Нет! Ну и что мне делать? Я не знаю. Муравью хуй приделать. Вот оно что. Ну, блин, тогда пошел искать муравья? Да? Да? Ищи. Нет, давай я поеду искать муравья, потому что это же моя Едь. машина. Ну да. Я поехал? Едет? Давай, аккуратно, не убей человека там. Давай, пока. Пока. Значит, давно я не занимался мелкомоторным творчеством. Это я к тому, чтобы приделать хер муравью. Я думаю, что я справлюсь. Что я могу сказать? Женщины, все как всегда. Все как всегда. Вы хотите сразу ухватиться за самый толстый и жирный... Тут вариантов много. Кстати, накидайте эти варианты в комментариях. Значит, но вы понимаете, толстым и жирным этот предмет может стать в хороших руках, как говорится. Вот. А если ваши руки пока непонятно, хороши или нет, то, как говорится, ухватиться будет не за что. Поэтому держите себя, пожалуйста, в рамках, каких-то приличий. Вот в рамках 500 рублей на первом свидании это приличие. Вот. А в рамках 120 тысяч на первом свидании это вообще ни хера не приличие. Даже если вы стройная, высокая и приехали из Геленджика. Вот это прям очень важный момент. На всех же не напасешься с сумочек на 120 тысяч. Не напасешься на всех. Это же каждое свидание просто так минусанет, что к 5-му свиданию бомжом станешь просто.
просто станешь бомжом. Друзья мои, девушку на оценочку, как обычно. Вот, кстати, кому интересен секонд-хенд, один из лучших в городе для первого свидания в пределах 500 рублей, задайте мне вопрос в комментарии, я вам напишу его адрес. Мне кажется, что романтичная девушка должна оценить подгон. Пишите, друзья мои, пишите, а я пошел, потому что я, как она сказала, долбаю. Та-дам! Пишите. Друзья мои, напоминаю, что у нас открыта вакансия в таксопарке Такси Хайп. Очень много водителей доверились нам, работают у нас на самых выгодных и шикарных условиях. И сейчас как раз то время, когда можно очень неплохо заработать. Ссылочка на WhatsApp будет, как всегда, в описании. Приходи.